good afternoon. In the meantime, many of you are old friends and recognize my face. Здравствуйте, очень приятно опять побывать в инженерном клубе. Вы многие, наверное, меня уже знаете в лицо, то есть и господина Харви, и меня тоже знаете уже в лицо. Unfortunately, my Russian hasn't improved enough for me to talk in Russian. К сожалению, пока по-русски не научился выступать хотя бы в будущем. But I hope we can have a dialogue anyway, and thank you for Nadia Tokovina for helping me here. Традиции уже я помогаю с переводом. If I can get this working. With me? There we go. The question is technology transfer from the West. Can it help you? Сейчас много говорят в формате, так сказать, вопросов модернизации, вопросов продвижения инновационных технологий. Много говорят о переносе западных технологий в Россию, о технологическом трансферте, так сказать. So, you need to have a need for technology transfer, and I think you do, because you need to modernize. В первую очередь, так сказать, необходима осознанная потребность в технологическом трансферте. Для чего? Ну, в общем, для модернизации, с целью модернизации, наверное, технологический трансфер необходим, так или иначе. In the 1960s and 1970s, I was working on modernizing industries in England and then in Germany, and they were starting off after the last World War in a very old-fashioned way. Я уже вот неоднократно говорил о том, как, в общем, начиная с 60-х где-то годов, работа, сходная с тем, что делается сейчас в России, работа шла в Западной Европе, потому что, в общем-то, после войны в Великобритании, впоследствии в Германии была огромная потребность в тотальной, резкой модернизации всех производственных мощностей. In the West, we developed three major strategies to develop ways to modernize our industry. И как бы три основных направления, вот как осуществляется модернизация. The most obvious one is to build new plants and fill them with new equipment. Ну, один из очевидных путей – это строительство, так сказать, на зеленом поле, строительство совершенно новых мощностей. We call this starting with a greenfield. Зеленое поле, greenfield уже сейчас употребляется по-русски. And it's a lovely way to start because you have no constraints of moving from or dealing with existing buildings and equipment. По-своему, конечно, очень приятно работать именно таким образом, потому что нет никакого дурного наследства, нет ничего старого, строится все заново, все новенькое, хорошенькое. Now, sometimes this type of strategy is unavoidable, particularly when you're moving to a new level of technology, like you're building a new car plant. Очень часто, когда речь идет о принципиально новых технологиях, это, в общем-то, единственный способ работать. So car companies generally use this method, and it took about 30 years to start producing good quality cars in Europe. В общем-то, автомобильные компании почти всегда так и делают. Они крайне редко реконструируют существующие мощности, они строят новые заводы, ну так же, как и здесь сейчас в России. В Европе достижение качества, так сказать, с момента создания европейской массового автомобилестроения европейского заняло примерно 30 лет. Достижение подобающего качества, достойного качества автомобилей. You might not know it, but when I moved to Germany in 1973, Audi was considered one of the worst quality cars.
когда я переехала в Германию в 1973 году, Audi считался одним из худших машин, из худших автомобилей. The second strategy for modernization is to improve the performance of your existing buildings, plant and people. Другой подход – это работать с тем, что уже есть, это работать с существующими мощностями, существующими зданиями, существующими людьми и пытаться достичь совершенно другого уровня эффективности. That means upgrading your processes and productivity and just selectively replacing certain old equipment. При этом, так сказать, с целью повышения производительности, с целью совершенствования эффективности могут осуществляться локальные замены каких-то узлов, каких-то участков производства, каких-то конкретных процессов. And it has the advantage that you learn with your own people better ways to make use of your existing assets and people. Преимущество здесь, что происходит некий более плавный процесс обучения. То есть есть одни и те же люди, они постепенно обучаются и постепенно достигают большей эффективности. Now, large companies like ABB and Siemens use this strategy very successfully to improve their competitive position. Такие компании, как ABB или Siemens, занимаются, в общем-то, этим постоянно. Они постоянно совершенствуют производство на существующих производствах. ABB in particular pioneered global designs and local implementation. В частности, вот именно компания ABB постепенно таким образом перешла к модели глобального дизайна и локального осуществления. Глобальный дизайн, локальная имплементация. The third strategy to modernize was a hybrid where both existing factories were improved and in parallel new products got new equipment and new buildings. Третий подход – это некий гибридный подход, когда сохраняются существующие производственные мощности, на них продолжается производство, но параллельно где-то рядом строятся новые мощности для того, чтобы создавать новый какой-то продукт. I think the most famous example of that is the PC, which IBM built in parallel whilst improving their mainframes. Например, вот с IBM известнейший пример того, что они сохранили свои мощности, в свое время сохраняя свои мощности по производству мейнфреймов, больших компьютеров, они построили параллельно мощности по производству персональных компьютеров. Now, I said it took England, who I think failed, and Germany 30 years to do this. Как я и сказала, вот послевоенный процесс европейской такой вот реконструкции промышленности, он занял примерно в среднем 30 лет. Например, в Великобритании, в общем, скорее всего, можно сказать, что процесс этот не был успешным. В Германии, напротив, был, конечно, очень успешным. The point I would like to make, which may be controversial, is that the technology you need to transfer is not just equipment and software, but also the know-how, how to modernize quickly. Я вот не устаю повторять, такой, может быть, не всегда до конца понятный, и не все согласятся непременно с этим моментом, что перенос технологий это не только и не столько перенос непосредственных технических решений, или перенос оборудования, или перенос компьютерных систем и решений. Это в первую очередь перенос или трансферт знаний и ноу-хау, это экспертизы. So, my second question is, if you take one of these technology transfer strategies, when does it pay back? Но один из вопросов, который всегда возникает, это, предположим, принимается решение инвестировать в какие-то трансферные технологии, в какие-то новые технологии, заимствованные из-за рубежа. Как скоро это окупится? If you take modernization improvement efforts over time and the performance of your company on the other axis. Вот на слайде видно так сказать,
оси X это постепенное улучшение производства во времени, и на оси Y это эффективность производства. Of course, you are improving your own performance today, but I suggest not quickly enough to compete in the global market. Вряд ли, в общем-то, модернизацию можно осуществить достаточно быстро, чтобы уже немедленно начать конкурировать на глобальных рынках. A strategy one, which is invest in new plant and equipment. Та стратегия, о которой мы говорили вот на прошлом слайде, в предыдущем слайде, как первое, это инвестирование в новое производство, зеленое поле. Takes a long time to prepare. К этому приходится долго готовиться, это нельзя начать внезапно. Involves a major change from the old to the new. И разрыв между старым и новым получается очень массивный такой, мощный, резкий разрыв. And, however, gives you a very high level of performance at the end. Происходит переход, резкий переход от, скажем, производства малоэффективного к какому-то гораздо более эффективному производству, то есть такой пороговый скачок. This is a good strategy when you're building a new airport. Ну, к примеру, при строительстве нового аэропорта. Or maybe building a new power plant. Или при строительстве новой электростанции. The second strategy is to gradually improve performance through different methods and replacing certain equipment. Но стратегия постепенных улучшений с локальной заменой оборудования, заменой каких-то конкретных узлов оборудования. And I would say this is what every single company in Europe is doing today. Эта стратегия, в общем-то, популярна всегда, и практически каждая европейская компания сейчас это в той или иной степени делает, продолжает это делать постоянно. They are, however, taking their new products and implementing the hybrid strategy, transferring from old equipment to new without having to go through this enormous risk of changing everything. Потому что риск радикальной перемены, риск методологии номер один, он все-таки весьма велик, и поэтому предпочтительнее гибридный вариант, когда наряду с сохранением старого производства параллельно строятся мощности для создания нового типа продуктов. Now, this is strategies that people like Blaupunkt and Nokia are using today very successfully to continue their current product line, but then introduce new ones in new facilities. Nokia делают это для внедрения новых типов продукции. The question is, which of these strategies gives me the quickest payback? Вопрос, какая же из этих стратегий окупается быстрее? Can I wait until I get the money, and can I afford the risk of failure of just building a new plant? Для того, чтобы построить новое производство, нужно, во-первых, ждать, когда появятся для этого средства, а также, в общем-то, иметь дело с риском неудачи, если все эти огромные средства вложены, а потом, в общем-то, не получилось того, чего хотелось. Some companies have made that calculation, and if you see from this area here, blue, если вот посмотреть на этот голубой участок, выделенный голубым, там, где написано новый оборот, вот этот весь участок, да, то есть участок, который образован графиком постепенного введения изменений. versus И сравним его с вот этим the benefits to be had by a new plant. Прибавка в эффективности, скачок эффективности за счет открытия совершенно нового производства. You can see that the total amount saved can be higher. В общем-то, эти исследования были проведены, вот этот график, это результат подобных исследований одной из консалтинговых компаний, и мы видим, что, так сказать, площадь, занятая
дополнительной выгодой от постепенного введения изменений, она, в общем-то, больше, чем, может быть, больше, чем от резкого внедрения нового и открытия нового производства. So a hybrid strategy is the dream of every chief financial officer. Но здесь наибольшее место, как вы видите, занимает именно прибавленная, так сказать, стоимость, добавленная стоимость от гибридной стратегии. Именно гибридная стратегия — это и есть мечта, так сказать, это вот мечта каждого производственника. And that's because these improvements here pay for the big investments of the future. Потому что сегодняшние улучшения в таком случае оплачивают крупные инвестиции в будущем. However, all of this comes with some risk. Но риск существует в каждой из этих стратегий. The major risk is managing the challenges of technology transfer. В процессе трансферта технологий, естественно, возникают основные такие вот вызовы, типичнейшие для подобных ситуаций. Это превышение капиталовложений, так сказать, превышение расходов по сравнению с изначально планируемыми капиталовложениями, это задержки, недостаточно быстрое осуществление изменений и то, что в результате оказывается меньший выигрыш, чем ожидалось. The horrible fact is that even today, in the West and in the United States, 60 to 70% of all modernizations do not achieve all of the goals. Достаточно ужасная статистика, но это правда того, что 60-70% любых модернизационных программ на Западе, в Европе и в США не достигают всех поставленных целей. The question for Russia is, can you learn something from this? Может ли Россия как-то, так сказать, чему-то научиться от вот этого неудачного опыта? If you look at the situation you're in just putting your future on building new plants, если, так сказать, вся ставка делается на строительство нового производства, you know that large capital investments require short ROI, and that means you're under a lot of pressure to deliver on постоянно time. существует давление, стремление к немедленному, как можно скорейшей окупаемости. However, this type of investment has a higher risk of failure. Но именно при инвестиции в новое производство риск неудачи наиболее высок. If you are successful, you're very successful. То есть если есть успех, то успех обычно очень большой. А если нет, то все плохо. With the second strategy, при стратегии постепенных изменений the interim benefits help pay for the ongoing investment. мы имеем постепенные улучшения и тем самым постепенные, так сказать, прибавления в выгоде. И вот эти вот, так сказать, доходы от первых улучшений, они помогают инвестировать в следующие улучшения. And you only replace equipment if you can make a high return on it. И, в общем-то, имеет смысл менять только то оборудование, только в случае, если вы видите непосредственную выгоду от этого. The hybrid solution has one advantage in that it brings new products to market quicker in the new facilities and in the new product Ну, lines. конечно, если речь идет о внедрении новой продукции, то более высокорискованная стратегия, она, наверное, неизбежна. But it is more complex to do. Но очень сложно на практике ее осуществить. So, if I've decided on the strategy to which technologies I need, if I've decided on the payback and I understand the risks, what is available to me then? То есть, приняв решение о том, какие необходимы новые технологии, каким именно методом мы будем их вводить, и если мы хорошо понимаем риски, что тогда, что, собственно, имеется, что мы можем получить? Какие западные методики применимы в России? I think the West can offer you three
types of technologies to transfer. На мой взгляд, три основные типа технологий. Вот технологии в этом самом широком смысле, о котором я говорил в начале. I think the one that has the most benefit to you is helping you plan your operational strategies to modernize. Технологии планирования, на мой взгляд, наиболее нужны российским производствам. Things like the technology vision and roadmap. Вот технологии видения и дорожной карты. Things like the equipment and machine tool plans. Планирование оборудования, планирование внедрения оборудования, планирование внедрения инструментального оборудования. Things like IT platforms and tools. Планирование введения новых IT-платформ. And change management methods to get from the old to the new. И сама методология управления изменениями при переходе от одних технологий к другим. And I've listed on here some of the methods that are available to transfer from the West. Несколько инструментов, несколько наиболее интересных инструментов, которые сейчас с Запада вводятся и активно вводятся в России. The second area is implementing and improving the existing plant equipment and people knowledge. Второе направление – это, собственно, технологии улучшения пользования существующим оборудованием, существующими производственными мощностями. In other words, how do I manage performance? Управление эффективностью. As the previous speaker said, we are measured by how good quality and reliability we deliver. Как предыдущий выступавший из водоканала говорил, что наша работа измеряется тем, насколько мы даем высокое качество, насколько мы эффективны. Process redesign and re-engineering. Редизайн и реинжиниринг процесса. Continuous performance improvement. Методики постоянного улучшения, постоянного повышения эффективности. And project and risk management. Управление проектами, управление рисками. The last area is something that all of us in the world are concentrating on and needs to be a major thrust in the Russian Federation, and that's investing in people. Последний, третий, но далеко не последний по значению, а может быть наиболее важный для России, это методики обучения, методики инвестирования в людей. Cross-functional working to break down the old hierarchies and structures. Во всем, так сказать, во всем не только производственном, вообще в бизнес-мире происходит постоянное разрушение старых иерархий, господствовавших в компаниях, в бизнесах, реструктурирование самих методов работы в компаниях на разных уровнях. Learning quicker and retaining that knowledge. Необходимость более быстрого обучения и необходимость сохранения полученных знаний. Sharing that knowledge with each other. И возможность это знание распределять по всему коллективу, по всему производству. Assessing people and training them to get to higher levels of performance. Оценка людей, тренинг. Yeah, that's the last piece. And leadership development. И в первую очередь методы воспитания новых лидеров будущего. So, in closing, I would like Я уже заканчиваю. to make one summary, and that is that, Единственный вывод. in our opinion, you should not reinvent modernization technologies. Нет необходимости ничего изобретать с нуля, нет необходимости открывать никаких Америк. As the previous speaker said, you must learn how to partner with people who are already successful. Вот предыдущий выступавший сказал очень интересно, что они всегда открыты к партнерству, которое поможет им добиться лучших результатов. That doesn't mean getting on an aeroplane and traveling around the world. Для этого совершенно нет необходимости путешествовать по всему миру и выискивать там лучшие практики. It means finding the people who are doing it here in Russia today Работать с людьми, которые делают уже это сегодня в России, and learning from them. и учиться у них и, так сказать, передавать свой собственный опыт тоже. Thank you. Большое спасибо.